Добро пожаловать на самый треугольный канал, место, где сегодня говорят о вселенной дронов-убийц, а именно о том, кто и зачем посылает демонтажников на КАП-9. Здесь, в мире дронов и интриг, мы погрузимся в глубины тайн этой удивительной истории, попытаемся разгадать несколько загадок и поговорим о том, какие силы могут стоять за этими действиями. Давайте раскроем некоторые возможные перспективы, исходя из деталей, известных на данный момент, и попробуем пролить свет на то, что может ждать нас в этой захватывающей вселенной. Итак, взглянем на сценарий событий в этой удивительной вселенной. Если мы отождествляем сверхвычислитель и СИН, у нас есть довольно интересные фрагменты из диалогов 6 серии, где упоминается, что последнее, что сделала СИН, это натравила демонтажников на экзопланеты людей. При этом КАП-9, хоть и перестала быть домом для людей из-за взрыва ядра, все же остается экзопланетой, хоть и уже не для людей. Исходя из слов создателя дронов-убийц, мы знаем, что демонтажники тоже созданы СИН. Они частично органические, что может указывать на их происхождение от сверхвычислителя. Теперь приходит главный вопрос: зачем же СИН убивает дронов рабочих? Это задача, которая ставит под сомнение ее цели и мотивацию. Мой ответ может быть такой: вычислитель отправляет дронов-демонтажников на КАП-9, но зачем? Предполагается, что один из неправильно утилизированных, то есть убитых демонтажниками, дронов рабочих может повторить судьбу СИН и перейти полностью под контроль вычислителя. Почему такая стратегия? Цель – полное уничтожение КАП-9 черной дырой. Такое возможно только с дроном, который полностью попал под контроль вычислителя. Он должен подхватить его чистую форму. Обо всех известных формах вычислителя мы уже говорили. Что еще заинтересовало? У нас есть сообщение о том, что СИН приказала демонтажникам построить шпиль из трупов. Да, вы не ослышались, это буквально вертикальная свалка. И зачем же СИН делает такое? Это, возможно, естественная среда проявления вычислителя. Именно там СИН его и подхватила. Свалка, вероятно, морально и физически давит на дрона, заставляя пойти на сделку с вычислителем. Теперь, как связана лаборатория по изучению вычислителя? СИН приказала второй частью своего задания проникнуть туда. Что может быть там такого важного? Может быть, она ожидала найти вещи, способные ускорить появление дрона с полным контролем вычислителя. В конце концов, там изучали вычислитель. Как еще мы выяснили, даже создавали разные штаммы. Возможно, там было бы что-то, что ускорит ликвидацию планеты. В противном случае демонтажниками надо было бы завалить минимум 15 тысяч рабочих, чтобы один из них минимум через 5 лет перешел под контроль СИН и уничтожил планету. Исследование того, что делает вычислитель, выходя за рамки идеи об уничтожении КАП-9, открывает нам больше вопросов, чем ответов. Однако не факт, что в лаборатории прямо что-то важное для СИН. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что представленная здесь всего лишь теория, основанная на собранных данных и анализе событий в сериале «Дроны-убийцы». Размышлять о потенциальных поворотах сюжета – увлекательное занятие, и интерпретация действия персонажей и мотивация их поступков может быть разным. Приглашаю вас подписаться на мое нейронное творчество в Pinterest, следить за разработкой игры на Громихалд, а если вы русскоязычный зритель, присоединиться к обсуждениям в чате в Telegram или опубликовать свое творчество в группе там же. Я всех вас там жду. Спасибо за внимание и до новых встреч!